Привет! Сегодня у нас на обзоре командирские часы «Восток» 280-991. Это 28-й корпус. Давно хотел попробовать эти часы, посмотреть. К сожалению, нигде не мог найти информацию об их размере. Честно говоря, я думал, что они более компактные, они такие массивные. Вот я продемонстрирую на своем запястье. Часы довольно массивные, на самом деле. И прям чувствуется их вес. Такие крупные тактические часы. Но в целом я думаю, что это и сама задумка, сама идея командирских часов, что это такие полевые тактические часы. Мне понравился их внешний вид. Механизм здесь 2416, механический с автоподзаводом и с датой на 3 часа. Здесь разметка мелкими цифрами от 1 до 11, ну до 12 можно сказать. И дублируется в 24-часовом формате. Стекло выпуклое, но что интересно, безель достаточно массивный. И это единственный «Восток», командирские амфибии, которые я видел, в которых безель прикрывает стекло. То есть у стекла есть больше шансов выдержать удары. Я думаю, что будет меньше царапин такого стекла. Безель красивый, но двунаправленный. Достаточно легко вращается в обе стороны. Из интересного, обработка корпуса, она выглядит как титановая. Если честно, очень похоже на титан. Плюсом такого покрытия я считаю тот факт, что здесь не видно отпечатков пальцев. Но и смотрится очень интересно. Еще обратите внимание, что вот эти шпильки, они завинчиваются на винтах. В раскрученном виде этот винтик выглядит следующим образом. Достаточно мелкий. То есть в полевых условиях такое не поменять. И вот так выглядит отверстие. Задняя крышка. Такой герб вооруженных сил, если я не ошибаюсь. Противоударные, нержавеющая сталь, автоподзавод. Я думаю, что они все противоударные, но если вот посмотреть под крышку, то кроме резинки для водозащиты, тут еще такое уплотнительное кольцо черного цвета, и мне показалось, что это что-то, может быть, какое-то специальное приспособление, как в G-Shock'ах, которое абсорбирует удары, поглощает вибрации, удары. Хотя, не знаю, не уверен, может это просто черного цвета пластмассовая вставка. Хотя она выглядит, по ощущениям, она твердая, какой-то поликарбонат, не знаю. Возможно, это прибавляет ударопрочность этим часам. Что как бы имеет смысл, потому что если это такие армейские тактические часы, возможно, они специально спроектированы для того, чтобы поглощать удары, то есть быть прочными, надежными. Заводная головка, конечно же, завинчивающаяся. По форме мне напоминает такую у Бертуччи. Довольно толстые. Ну, 15 мм, как обычно у амфибий и часто у командирских. 49 мм высота. Диаметр по безелю, кстати, 39 мм. Не так-то много. А корпус где-то 40. То есть получается, что они не такие уж крупные на самом деле, как выглядят. Но выглядят действительно крупные за счет такого массивного корпуса. Ремешок здесь неплохой, Zulu. Мне кажется, все командирские с нейлоновым ремешком имеют вот такой ремешок Zulu. Точность хода не самая лучшая. Плюс 27, плюс 20, плюс 14 секунд в день в положении циферблатом вверх. Если измерять в положении заводной головкой вниз, то они уходят в минус. Минус 20, минус 3 секунды в день. Понятно, что в повседневной носке точность хода будет другой. На это влияет множество факторов, как и положение часов в пространстве, так и другие. Насколько хорошо, насколько сильно заведена
заводная пружина, температура воздуха и прочие факторы, которые скажутся на точности. Вообще, по моей практике, точность востоков, она гуляет с плюс-минус. Но у этого есть такой неожиданный плюс, что плюс и минус друг друга компенсируют, и в целом выходит приемлемо. Здесь мы видим, как часы показывают себя в условиях темноты. Светятся метки и стрелки. Секундная стрелка не имеет люминесцентной краски. Видно, что стрелки светятся ярче, чем метки, но и держатся дольше. В принципе, в течение часа стрелки еще различимы, и можно сказать, сколько время. Часы получились интересные. Мне нравится, как обработана поверхность корпуса. Смотрится достаточно хорошо. Я бы отметил, что подойдут людям с большим запястьем особенно. Для людей с небольшим запястьем, наверное, они будут слишком громоздкие. Очень бы хотелось иметь здесь однонаправленный безель с щелчками. И им можно было бы действительно пользоваться для того, чтобы засекать время. То есть иметь практическое применение. Жалко, что он слишком легко вращается в обе стороны. Ну а как вам эти часы?